Приветствую вас, мои дорогие. Сегодня решила я поснимать на балконе, потому что я буду с силиконом работать. Вот, это так в доме-то нехорошо, это, конечно. Это как вот это? В общем, я взяла обычную воду, и нужно будет сюда добавить просто какое-то мыло, чтобы вода была такая концентрированный мыльный раствор. Я уже как-то показывала, но я там немножко, опять же, мудрила. Прям добавляем хорошенечко. Мудрила, чтобы получить какие-то особенные. Они действительно хорошо получились, но можно и простые сделать. То есть, я имею в виду без всяких докруток. Просто сейчас сделаем хороший концентрированный раствор мыла. Такой, чтобы прям мыльный был. И туда мы выдавим сейчас силикон. Сегодня использую пистолет специально. Вот выдавливайте не сильно много, не сильно мало, так, чтобы, в общем, вы справились. Потому что если вы слишком много сделаете, то в дальнейшем вы, может, не успеете его как-то обработать, и тогда он у вас как бы испортится. Ну вот, теперь смотрите, теперь мы просто руки смачиваем хорошо тоже в мыльном растворе. И начинаем вот эту массу, мы начинаем ее собирать, в общем-то, в водичке. Силикон с мылом не очень дружит, поэтому он перестает липнуть, пока мы с мылом работаем, понятное дело. Так, воды прям много взяла, но ничего. Лучше больше, чем меньше. Ну вот. Это может продлиться какое-то время, но все равно потом у вас соберется какой-то кусочек. Если вам кажется, что надо больше мыла, добавьте еще мыло. Даже два разных сорта добавила, потому что, вот здесь вот крайний силикон, он застывший комочек. Мы его уберем, чтобы он нам в дальнейшем не мешал. Так. Хотела показать вам, какие у меня тут интересные. Я тут вчера была в саду, на даче. И вот посрывала немножко гортензий до листиков. Гортензии просто, чтобы вам показать. Вот как мне и говорили, что не всегда соединяется. Вот смотрите. Ну, в общем-то, соединилась. Смотрите. Вот соединилась. И не спешите прям сразу его. Здесь нужно поймать такой момент, когда он немножко как бы захочет уже скоро застывать. Вот видите, какая прекрасная получилась масса. Смотрите. И ничего не липнет, потому что руки в мыле. Если мы руки не будем мылом обрабатывать, то они, конечно, к рукам приклеятся. Так. Сейчас мы будем вытирать руки. Сейчас, минуточку. Так. Смачиваем хорошо руки. Берем наш силикон. Пожалуйста. Так. И сегодня хочу сделать вот такой вот листик гортензии у меня. Нашла, я специально искала вот такой вот, чтобы он был такой, чтобы он был именно фактурный. И вот я их нашла. Сейчас будем делать. Потом покажу, что получится. Можно даже вот сейчас добавить немножко крахмала, кто хочет. Можно не добавлять. Вот я сейчас не буду добавлять даже. Так. И начинаем накладывать. Накладывать желательно вот не какой-то стороной, где у нас вот какие-то заломы, а именно ровненькой стороной. Так, и вот у основания положили. Воздух там выпустили и идем наверх. Постараемся заполнить все
Все пространства. Если нам покажется, что тонкий слой, можно потом сверху еще наложить. Со строительным силиконом это несложно. Так. Вот смотрите, мы сторону одну сделали. Можно сейчас и вторую сразу, но можно сейчас дать ему немножко тонкий. Еще надо положить тут еще слой. Вот видите, здесь вот. Так. В дальнейшем должно получиться хороший, прекрасный молд. Я сделала один со строительным силиконом, один с двухкомпонентным. О, все. Так, теперь нужно это все на салфетку положить. Все, пусть так теперь сохнет. А я тут вчера ходила, смотрела, видела вот такие вот, обратите внимание, разные гортензии. Смотрите, какая большущая, прям на всю ладонь, большая, какая красивая. Но она вообще, конечно, смотрелась вообще просто. Я когда увидела, просто, во-первых, такое ощущение, что она как будто бы нарисована и покрашена, правда? И такую крупную я еще не видела. Первый раз вижу. Смотрите, какие у нее красивые. Здесь вот более прямые, а здесь уже зубчиками идут. Прелестные, конечно. Смотрите, вот какие интересные тоже расцветки. Обратите внимание тоже. И вот есть довольно-таки жесткие. Я думаю, если вот это вот дать чуть-чуть как бы полузавянуть, можно сделать хороший молд. Вот такая расцветочка, смотрите. И здесь у нее, обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, извиняюсь. 5 лепестков. Красивая. Расцветка тоже интересная. И вот такой тоже. Это, кстати, были на одном кусте. Такие вот более сиреневые и более голубоватые. Еще хочу сказать, здесь какая маленькая серединочка. Вот из этого тоже может получиться прекрасный молд. Посмотрите, как фактура здесь видна. Фактура видна именно вот на задней части всегда. И тоже интересно, один лист, главное, большой, потом один вот такой вот скрюченный. И тоже тут как бы их 5. 1, 2, 3, 4, 5, даже 6. Потому что вот эти маленькие, очень необычный цветочек. Ну вот бывают и такие. Потом вот такая интересная была расцветка тоже. Розовенький. Смотрите, даже какой красивый, нежный. И вот такая вот. Еще были белые, и я уж все не отрывала. Ну да. А это просто мне понравилось. Можно такой тоже слепить. Кустик. Просто зеленый кустик. Ну вот. Тоже фактурные листики. Забрала вчера. Можно сейчас все это сделать, превратить в молды, так сказать. Все это пока пускай полежит. Какие разные красивые расцветки, правда? Так. Ну, сейчас, я думаю, можно
вторую часть сделать. О, вот оно полежало в мыле и уже стало довольно жестким. Надо прямо уже работать. Интересно, тут, наверное, можно все-таки попробовать что-то сделать с этим. А к чему не липнет силикон, интересно? К мыльной воде, ну да. Еще к чему. Видите, он полежал, стал немножко более жестче. Сейчас весь соберем тут. Видите, тут что все плавает. Такое ощущение, что они даже не могут соединиться. Но они соединяются. Странно. Просто выламливаем все эти колбасочки и пытаемся соединить, да. Пытаемся соединить, вот. Они не хотят, но все равно соединяются. Смотрите. Видите? Мы их мнем. Они соединяются. Теперь мы вот эту штучку бросим в воду. Так. Так, сейчас. Вот, все руки сейчас все в силиконе. На улице прекрасно можно с этим работать, потому что воздух свежий. Вот это кислый, этот уксусный запах сразу как-то улетучивается. Так, сейчас вот нам надо так попасть везде, чтобы попал только силикон, но не воздух. Понимаете? Вот поэтому мы сейчас вот так поставим, просто в середину стараемся ставить. И стараемся вот сейчас растягивать от середины к краям. Потому что как бы выгоняя воздух. Вот смотрите. Вот, выгоняем воздух. Выгоняем воздух. Вот я сейчас его стараюсь. Пускай он будет такой толстый. Тоже с ним тогда легче работать. Пытаемся закрыть все, что зелененькое, пытаемся закрыть. Не переживайте, в дальнейшем мы все это оторвем. Вот, все мы закрыли. У меня был такой хороший один, именно тоже со строительного силикона. Но я потом его немножко хотела улучшить тоже и, в общем, испортила. Так. Ну вот теперь посмотрим, как все это высохло. Прошло несколько часов. Вот даже салфеточка снимается вот. Снизу все убирается. Посмотрим, готово ли оно. Это у нас был лист гортензии. Вот. Такими вот образом. Ну, что сказать. Отлично получился молд. Смотрите какой. Видите, просто мыло и вода. Вот. Лист аж от уксуса просто аж как сварился. Вот мы снимаем. Пожалуйста, смотрите, какой прекрасный получился молд. Из обычного строительного силикона. Вот.
Смотрите. Строительный силикон, концентрированный мыльный раствор. Прекрасный результат.